Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться топом любимых групп с женским вокалом. Сегодня я постараюсь вам доказать, что многие вокалистки могут уничтожать и рвать на сцене лучше, чем некоторые представители мужского пола. В данном видео не будет разделения на лучше или хуже, не будет первого места или 10-го. Я уважаю всех вокалисток, которые присутствуют в данном топе, безумно их люблю, поэтому ставить кому-то какие-то места не буду. Первая на сегодня группа не только в данном топе, но и в моем сердечке, группа In This Moment и прекрасная, великолепная Мария Бринг. In This Moment вы никогда ни с кем не спутаете. Яркая индивидуальность не только в музыке, но и в визуальной части запомнится вам надолго. Проникновенная лирика, мощный инструментал, женственные сексуальные образы Марии и, безусловно, ее необыкновенная лирическая меццо-сопрано проникает глубоко в душу. И, конечно же, ее яркий скрим однозначно уложит вас. Хрупкая и милая в жизни Мария на сцене выпускает настоящего зверя, который заставит вас смотреть и слушать, не отрываясь. Кстати, группа приступила к созданию нового альбома, который, судя по всему, будет называться Mother. Вторая на сегодня группа Butcher Babies. Первое, на что вы обратите внимание, когда увидите данную группу, это, конечно же, невероятная красота вокалисток. Я уже очень давно слежу за развитием этой группы и могу сказать, что их последний альбом действительно достойная работа. В нем девочки слились в одно целое. Хайди скримит и прекрасно демонстрирует свой высокий голос, а Карла дополняет ее мощным гроулом и низким чистым вокалом. Ребята растут и не стоят на одном месте. Также я была на их концерте. Это было горячо, сильно и незабываемо. У девочек просто безумная энергия. Если вы хотите узнать подробнее, как прошел этот концерт, он был в Санкт-Петербурге 23 октября, то я оставлю ссылочку внизу в описании, у меня есть отдельный ролик. Третья на сегодня украинская грув-метал группа Ginger. Эта группа, как никто, демонстрирует, как женский экстрим-вокал может укладывать толпы. Татьяна, вокалистка, ласкает слух своим нежным, но в то же время сильным, чистым голосом, а потом резко разносит всех низким и насыщенным гроулом. Ребята просто профессионалы своего дела, и других слов не подобрать. Четвертая группа, хорошо вам известная Arch Enemy. Конечно, говоря о данной группе, я не могу упомянуть бывшую вокалистку Анжелу Госсоу, которая запомнилась всем своим экстрим-вокалом и невероятной сносящей энергией. Мощная дама, ничего сказать не могу. На данный момент вокалисткой является Алиса White-Glass. Конечно, дело вкуса, но Алиса мне нравится больше во всех аспектах. Но я, опять же, не являюсь ярым фанатом Арчей, поэтому объективно сказать не могу. Однако поспорить о том, что обе вокалистки крутые, точно нельзя. Следующая группа — наша русская гордость — Слот и ее вокалистка Дарья Ставрович. Честно, я в диком восторге от того, как смело и уверенно Даша берет высокие ноты и умело добавляет расщепление. Ее голос является уникальным и, безусловно, узнаваемым. Эта хрупкая на вид девушка разносит в щепки на концертах своей энергией и голосом. К сожалению, мне еще не посчастливилось побывать на их живом выступлении, но летом я послушаю их на Доброфесте. Ребята не зацикливаются на одном звучании и постоянно экспериментируют. Следующая в моем списке американская пост-хардкор металкор группа I Said To Kill. У меня есть обзор
обзор на их последний альбом, так что если хотите ознакомиться, оставлю ссылочку в описании. У Алексии, вокалистки, преобладает чистый вокал, но какой же он насыщенный, мощный и проникновенный. У меня мурашки по всему телу при прослушивании. Она не заморачивается с образами и выступает в простой одежде, играя на гитаре параллельно. И да, советую послушать их последний альбом. Ждем новые работы от ребят. Седьмая на сегодня группа часто присутствовала на моем канале. Это группа Аркона. Данная группа сочетает в себе пейган, фолк и симфоник метал. Вокалисткой является Маша. Вот у нее действительно брутальный, но в то же самое время женственный, наполненный мраком и мистикой экстрима чистый вокал. Я не особый фанат направления, в котором работает группа, но они завоевали мое сердце однозначно. При прослушивании их последнего альбома у меня возникали невероятные мурашки. Я в какой-то степени понимала, что это не то направление, которое я люблю, но они просто вот взяли меня так за шкирку и удерживали на протяжении всего альбома, поэтому я советую вам послушать. Далее идет нидерландская симфоник метал группа Within Temptation. Также я люблю вокалисток с певческим голосом меццо-сопрано. Шарон де Надель как раз таки его обладательница. Я не знаю, что сказать, просто послушайте эту группу. Далее идут мои русские любимчики, группа Filament. Просто охренительная группа из Ленинограда. У меня есть о них отдельный видос, ссылочка также будет в описании. Невероятно брутальный гроул, просто сносящий скрим и все в одной Маше. И последняя на сегодня группа Оккультист. Данную группу я могу характеризовать одним предложением. Добро пожаловать в ад. Я безумно люблю вокалистку Беатрис Марианна, потому что она не только очень талантливая гутуральщица, гроульщица, я не знаю, как это назвать, но она еще и безумно великолепный фотограф, модель и просто сексуально невероятная женщина. В это видео могли попасть, но не попали The Fallen Prodigy, Nightwish, Evanescence, Hellstorm, New Year's Days и Lacuna Coil. Еще раз повторюсь, что это топ из моих любимых групп, поэтому если вы не увидели какую-то свою любимую группу, то никто вам не мешает написать ее внизу в комментарии. И, возможно, я вообще даже о ней не слышала, и вы для меня что-то новое откроете, так что делитесь своим топом, я обязательно посмотрю. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и также напишите, какие топы вы еще хотите видеть от меня. Спасибо за просмотр, пока! Wonder!